Приветствую, друзья! Сегодня разберем очень популярный автомобиль. Это второй Меган. Сейчас очень много, кстати, везут Меганов из Европы. Там уже с них пересаживаются на модели помоложе. Выпускался он с 2003 по начало 2009. В 2006 был произведен фейслифт. Изменили немного решетку радиатора, там задние и передние фонари, приборную панель и некоторые прошивки БУ. Приводы у него передняя подвеска Макферсон на подрамнике. Задняя полунезависимая на упругой балке. Сама подвеска вообще мягкая и тихая, входит хорошо и в ремонте недорогая. Кузова можно найти на любой вкус. Седан, хэтчбэк, универсал и даже кабриолет. Особенность — это передние пластиковые крылья. Кузов полностью оцинкован и очень хорошо защищен от коррозии. Это основная из причин популярности до сих пор. Неповрежденные кузова даже на 20-летней машине они будут целые. Рулевое управление здесь с электроусилителем, который в зависимости от скорости изменяет усилие вращения. Иногда бывают проблемы с блоком управления и крестовиной соединительного вала. Руль, кстати, здесь регулируется по высоте и по вылету. Коробки передач механика 5 и 6-ступенчатая и 4-ступенчатый автомат. В механике установлен выжимной подшипник с гидроприводом. Цена его около $50. С коробками при нормальном обслуживании вообще никаких проблем нету. В салоне хорошая отделка и шумоизоляция. Материалы сидений и панели руля качественные, на них почти не заметен износ, даже при пробеге 200 тысяч. Единственное, что мне не понравилось, это оббивка дверных карт. Со временем ткань отрывается и обвисает, и также облазит краска с дверных ручек. Панель приборов простая, лаконичная и удобная, с бортовым компьютером, где можно посмотреть расход топлива, сколько можно проехать на остатки топлива, среднюю скорость и некоторые ошибки. В Меганах можно встретить разные приятные мелочи, например, доводчик стекол при закрытии, ограничитель скорости, круиз-контроль, шторки на окнах, автоматическое закрывание дверей при скорости выше 20 км, провожание светом фар, еще другие. Еще запуск и остановка двигателя здесь производится кнопкой в паре с ключ-картой. Эти все электрические плюшки приятные, но из-за возраста могут быть сюрпризы. Например, с приемником карты часто возникает, со включением и выключением зажигания, иногда оно не выключается. И еще с вентилятором охлаждения, который может или не выключиться, или включиться на холодном двигателе. Эти все проблемы, конечно, решаются с помощью небольших вложений, с помощью паяльника, изоленты и терпения. Основных моторов было 6, это 3 бензиновых, 3 дизельных. Бензиновые 1.4, 16-клапанный ременной мотор с чугунным блоком. В БЦ установлены гидрокомпенсаторы, маслонасос вращается цепью. На каждый цилиндр здесь отдельная катушка зажигания. Стоимость одной $25 примерно. Из-за простоты конструкции проблем этот мотор вообще обычно не доставляет. Динамика у него, конечно, посредственная, но спокойным взрослым водителям вполне подойдет. Без серьезного ремонта ходит 300 тысяч и более. 1.6. 16-клапанный двигатель, можно сказать, старший брат 1.4, но с некоторыми отличиями. Привод ГРМ у него также ременной, блок чугунный, используется тоже по отдельной катушке на цилиндр и в головке гидрокомпенсаторы. Но здесь уже на распредвале установлен фазовращатель. Из-за его износа или неисправности клапана управления часто бывают проблемы в виде потери динамикой, увеличенного расхода и шумной работы двигателя. Самое простое — это взять и промыть этот клапан. Если это не помогает, то клапан вместе с фазорегулятором стоит около $200. Это основная болячка этого мотора. Бывает еще течет корпус термостата, так как он пластиковый. В остальном ничего плохого я не могу сказать про этот мотор. Хороший, несложный в обслуживании, недорогой. При должном внимании он ходит по 350-400. Динамики, конечно, немного, но если обороты не опускать меньше 3000, то можно довольно быстро маневрировать. 2 литра, фазорегулятором на впускном валу, 4 раздельных катушки, 16 клапанов, гидрокомпенсаторы. Проблемы те же, что у 1.6, только мощности больше, он лучше тянет на низких оборотах. Очень живучий мотор, может проехать без больших ремонтов больше 400 тысяч. Вовремя или чуть раньше меняйте масло и ремни, и проблем будет минимум. Динамика у него хорошая и будет достаточно большинству. А кому маловато, то для них есть турбированная версия этого мотора. Дизельные моторы
1.5 DCi – самый слабый и самый проблемный дизель от Renault. Хотя есть очень заботливые владельцы, у которых он ездит и почти не причиняет вреда семейному бюджету. У него 8 клапанов, чугунный блок, ременной привод ГРМ. Зазоры клапанов регулируются с помощью стаканчиков. Это очень неудобно, и многие игнорируют эту процедуру. Топливных систем было две. Это Delphi и Siemens. Siemens с пьезофорсунками. Delphi капризная, но дешевая, ремонтопригодная. Siemens работает он вообще долго и без проблем, а потом наступает такой критический момент, когда становится очень дорого, потому что пьезофорсунки не ремонтируются, и их просто нужно купить новые. Цена одной $220. С топливной Siemens мотор имеет мощность на 20 лошадей больше, чем с Delphi, и едет заметно бодрее. Еще тут один момент, что при пробеге после 100-150 тысяч нужно заменить шатунные вкладыши и маслонасос, потому что многие пишут, что это очень проблемный мотор, там проворачиваются вкладыши. Если следить, ничего там не проворачивается, это я вам говорю ответственно, их просто поменяли. Особенно это касается меганов, привезенных с Европы, потому что там этим никто не занимается. Вообще это очень экономичный двигатель, расход у него 5,5 литров, но он требует немного повышенного внимания. 1.9 DCi – очень хороший двигатель, один из лучших от компании Renault. Топливная система от Bosch с электромеханическими форсунками, вообще самая беспроблемная. В головке один распредвал, 8 клапанов, гидрокомпенсаторов нету, привод через зубчатый ремень. Чугунный блок, привод маслонасоса тоже цепной. Это очень ресурсный, беспроблемный мотор. Без капиталки они ходят по 600 тысяч. Самое неприятное у него – это регулировка зазоров клапанов. Оно, как и в 1,5-литровом, через стаканчики толкатели. Но у опытных мастеров эта процедура не вызывает каких-то осложнений. У него очень хороший баланс между динамикой, расходом и стоимостью обслуживания. Если хотите именно дизельный Меган, берите с 1.9, будут только положительные эмоции. 2.0 DCi – это уже совершенно другой дизель, в его проектировании участвовал Nissan. Здесь уже цепной привод, 16 клапанов и гидрокомпенсаторы. Распредвалы установлены прямо в клапанной крышке и связаны между собой шестернями. Также ТНВД вращается тоже шестерней. Очень любят японцы использовать шестеренки в ГРМ. Топливная система Bosch, но уже пьезофорсунки. Работает хорошо, но если проблема с форсунками, то это будет дорого. Нужно аккуратно ездить по лесам и сугробам, так как поддон двигателя плоский и металлический. Его легко можно вогнуть возле маслоприемника. Если это не исправить, то очень можно быстро уложить этот мотор. В остальном хороший и мощный мотор. На нем очень приятно ездить, у него высокий крутящий момент, и любителям быстрой езды он понравится. Но в обслуживании он самый дорогой. В итоге Меган 2 очень качественный автомобиль и однозначно стоит своих денег. Есть, конечно, небольшие мелочи, как и в любом другом авто, но они недорогие. Считаю на данный момент, что это один из лучших автомобилей на вторичном рынке и в своей ценовой категории. Благодарю вас за просмотр, всем удачи и приятных покупок!